Расскажите нам, что вы помните об этой трагедии, каким образом вы принимали в ней участие в поисках погибших туристов? Ну, это было в конце февраля. Я был в этом полковой школе учился. Нас вечером собрали, сказали, вот там трагедия случилась. Гора вот Атартен, студенты погибли, надо завтра ехать. Ну, нас сейчас раз на машины посадили, привезли на аэропорт, в Ивдель. Но там народу было много уже, там было много этих матери, отцы, жены этих погибших. Вот они нас спросили, говорят, найдите, да, я говорю, найдем, обязательно, ага. И вот на вертолет посадили, на этот Ми-4, наверное. Я все говорю Ми-8, Ми-4. И повезли туда, наверное, часа два, наверное, летели мы. Прилетели, ветра не было как раз, посадка была отличная. Посадили нас, и мы после этого пошли в это самое палатку. Палатка была готовая уже, палатка готовая. Там, значит, что она стояла, там буржуйка стояла, там находился радист. Один радист только был. И вот мы зашли, смотрим, там ветки кругом лежат, мы еще ветки подломали. И вот расположились. Я почти у входа расположился. Спали в этих мешках. Ну и утром встали, что, покушали, сразу нам дали задание. Объяснили, так. Надо вот прощупать этот увал. Дали нам щупы эти, и вот давай мы туда 1,5 километра и оттуда 1,5 километра. По пояс, по снегу так. По снегу, вот мы, и считай, полмесяца искали мы. А вы были военным? Военным служили? Да, я курсант был. А в какой военной части? Воинский часть 6602У. Угу. А кто командир части был, помните? Нет, не помню ее. Не помню. Ну, с нами его не было. И с нами даже этот Чернышов, я вычитал после Чернышов, он старший лейтенант, он не с нашей части был, не отсюда, наверное. Он, по всей вероятности, с КГБ был. Чернышов, ага, Чернышов был. Но он нам сразу объяснил, вот вам дорога, вот здесь искать, ни шагу ни туда, ни сюда. Вот только искать по этим. Скажите, какого числа это было, помните, когда вы прибыли на место? Ой, в конце февраля, наверное. В конце февраля. В 20-х числах? Да, 20-х, 25-х числах. Понятно. Ну, уже этих трупы, 5 человек были найдены. Найдены, но только этот вертолет привез и нас посадил, увез. Они были найдены уже. Угу. А остались только 4. Не найденных? Не найдены, ага. А вы видели саму палатку туристов? Нет, снято было уже. Только осталось эти, бугры снега. Ну, мы там еще фонарик нашли, какой-то фонарик самодельный. Угу. Больше там ничего. Ну, ручку, кажется, что-то искали мы там, лазили, а так нет, их быстро сняли. А после этого на следствие никто не приезжал. Никто даже, как нас привезли, бросили и все. А кого из спасателей по фамилии вы помните? Кто принимал участие в поиске? Кого-нибудь помните по фамилии? Да. Ну, у нас был, Витька со мной был, Клименко. Так. Ну, вот я не знаю, вот Заузин или со мной был, или без меня был. Но я знаю, что Витьку я знаю. Клименко, это с Мамлюткой отсюда, рядом. Мы вместе с ним служили. Он сейчас жив? Нет, умер. В каком году? 2 года уже тому назад умер. Легочные заболевания. Легкие. Умер. А вот вашей бригадой кто руководил? Чернышов? Чернышов, да. А такого, как Масленников, вы знаете, видели? Нет. С нами еще был один, как он, еще один был, но он с института, он за нами ходил все время. Там в гражданской форме он стоит даже.
сзади нас контролировали. Один вот здесь шел, Чернышов, а он сзади шел. Бывает, идет что-то, застучало это, щуп, где-то что-то такое, все, они уже все бегут. Давай разрывать. А там вот снегу-то было. Вот разрываешь, ищешь, достаешь это. Камень или что. А вы спускались к лесу, где ручей Ауспий, Нет, Лозьвы? нет, нас не пускали туда. Только на горе? Только на горе и до палатки. Возле палатки стояла кедра. Возле этого, и все, больше никуда нас не пускали. Возле палатки что стояло? Кедр стоял. Возле палатки? Да, возле нашей палатки. Возле вашей палатки. Ага. Понятно. Скажите, вот когда вы туда прилетели, вам как рассказывали, как нашли первых погибших? В какой позе они были? В каком порядке их нашли? Не помните? Ну, так рассказывали, что рассказывали? Они наверху лежали их. Они запорошены, только снегом немного были. Ну, кто обнившись, говорит, кто что. Но впереди этот парень и с девушкой лежали они. Но это мне не показалось, что он рыжий, говорит, такой здоровый парень. Ну, его, говорит, рука или нога перебита была, а та вообще вторая лежала. Говорит, тоже все говорит, ноги, руки перебиты были. Она на нем, он ее тащил ее тогда на гору. Но это все было, как вам сказать, все сфабриковано было. Ну что, они лежали как бы будто лицом к этой палатке. Ползли. Все так. Ну, там интересно все. А почему вы считаете, что это было сфабриковано? Я считаю, что это дело сфабриковано. Ну, по каким признакам вы это считаете? Ну, признаком, по каким признакам? Я что скажу? Мое мнение какое вот. То, что с перебитыми руками, ногами, с разбитой головой, как он мог уйти за 1,5 километра? От палатки. От палатки. Как мог человек уйти, который ни ребер, ничего нет, голова пробитая, глаз выбитый, челюсти выбиты. Это только мое мнение такое, что их туда унесли и похоронили. Угу. Вот 4 вот этих, которых, их там похоронили. Понятно. А этих просто разбросали по точкам. И все. А вы давали подписку о неразглашении информации? Словесно. На 50 лет я дал. Словесно? Словесно. Потому что как военная тайна я дал на 50 лет. Угу. Говорить я никому не говорил. Даже вот до сих пор. Только вот последний раз 9-го, наверное, когда меня пригласили, я только начал тогда говорить. А так нет. Ну, мне какой разницы. Я знаю, что это такое дело. Боялся, короче, я. Мы могли убрать. Даже так? Да. Ничего себе. А что такого секретного, тайного там было, что власти все это скрывали? Ну, ваша гипотеза, мнение, это была ракета, это было какое-то испытание оружия. Из-за чего произошло-то это? Я считаю, что это был полигон. Военный, чисто военный полигон. Там шло испытание. Испытание было, ракеты испытывали-то. Так. Потому что ханты, эти манси-то говорили, они говорят, вот вы ходите здесь, туда даже шаг не делайте, туда нельзя, там стреляет, говорит. Потому что там ни белок нет, ничего нету, это самое. Там только иногда, говорят, волки появляются, иногда волки. Они это подбирают, это все падает. Волки, как санитары. А больше, говорит, там ничего. И говорили, нам туда и нечего ходить, там, потому что зверей нет, ничего нет. Там воздух плохой, говорит. Угу. Воздух, говорит, плохой. С хантами-то я с мазями разговаривал. А вы слышали там какие-то выстрелы, громыхание, было что-то такое? Слышал я, ага. Говорил там. Но мы-то внизу были, то у нас палатка стояла оттуда, значит, 1,5 километра вниз. В лесу было. Тут, видать, речка была или что такое, вот это вот это. И к нам это громыхание только доходили, а взрывы мы не видели взрывы. А видели когда-нибудь огненные шары?
Нет, не видел. Не видели. Не видел. Я только видел взрывы. Взрывы, слышал я взрывы. Слышали. Мгм. Ага. Ну это, они за гору уходили. Они за горой где-то, как гром такой был. Это даже этому, я радисту говорил, я говорю, что тут стреляет. А после перестали стрелять. Перестали. Но Витька был опять, Клименко когда-то. Говорит, тоже видели они шары видели. Витька Клименко. Видели, говорит. Они, говорит, за гору уходили и взрывались. Шары взрывались. Да. Да не шары, это ракеты. Ракеты. Конечно. Он один раз видел или несколько раз это было? И один раз, наверное. Ну, понятно. Скорее всего, в конце марта есть запись об Да, этом. да. Ну, я один раз слышал только вот громыхание вот это. Угу. Грохот же там сильно в горах раздается. Угу. Он на меня говорит, это стреляет, говорит, охотник. И я говорю, я охотник, я знаю. Выстрел или взрывы. Понятно. А кто-то из высших чинов, военачальников приезжал на место гибели туристов? Нет, никого не было. Как-то один раз приезжали, но они представились, как это, ну, так же, как вы приехали, с Красной Звезды. Так. Ну, нас расспрашивали, все мы говорили, а после статью-то они не написали. Угу, понятно. Больше никого не было. А следователь Иванов не вызывал вас на допрос? Не, никого не было, никого их не пускали даже туда. Никого там не было. Угу. Сейчас летчик приедет, нам почту привозил, все привозил. Оттуда ханты приезжали, манси, но им муку привозили, они сахар привозили ребятам, оружие привозили, патроны привозили. Понятно. Ну, они общались, летчики. А что можете сказать про место расположения палатки туристов? Вам не показалось странным, что почему именно в этом месте поставили палатку? Я уже говорил, что это уму непостижимые. На таком месте разве можно ставить палатку? Он проветривался со всех сторон. Это страшное дело. Место не выбрано неправильно. Неправильно место выбрано. Я бы лично сам бы не поставил ни за что палатку на такое место. Мое мнение такое, что если опытный он был турист, ни в коем случае не должен был поставить там эту палатку. Ни в коем разе. А вот сейчас, в данный момент, у нас прокуратура области на перевале Дятлова проводит свое расследование. И вот они выдвигают версию, что это могла быть либо лавина, либо их придавило снежной доской. По этому поводу вы можете что-то прокомментировать? Я могу прокомментировать, там снега не было. Никакой лавины там не может быть. При мне, вот когда я был там снега не было. Снег, вот, и то нас был. Это где палатка была? Да, где палатка была, да. Угу. А вы до этого говорили, что когда шли зондами, прощупывали снег, там был по пояс. А это мы возле леса проходили. Возле леса было. А на самом хребте снега было мало? Нет, снегу не было там. Там, я говорю, мы уже, я не знаю, или в марте месяце мы клюкву ели там уже. Клюкву, бруснику ели. Не бруснику, а, наверное, морожку, наверное. Красная вот. Или клюкву, или морожка уже. Там этих стреляли мы еще. Куропаток. Куропатки там бы жили. Потому что питаться-то им чем? А клюкву как ели? Там же снег был? Снегу не было. Уже растаял в марте. Ага. Ну там болото. Болото. Ага. Нет, там лавина никакой не должно быть там. Что касается самих следов в форме холмиков выпуклых, они были твердые, заледеневшие? Твердые были. Очень твердые. Но следы не ихние были. Не ихние? Нет. А почему? А я знаю, что это там, они совсем сапоги другие были. Форма вот эта,
Они же босиком, говорили, бежали. Какие, может быть, следы последних? Там до нас кто-то поработал хорошо. Мгм. До нас поработали там. Выпуклые. Были эти следы. Мгм. Но эти следы не ихние. Не ихние. Я... Почему не ихние? Нет. Все говорят, что это ихние следы были. А? Все говорят, что это именно ихние следы были, что они там без обуви в носках. Нет? Не ходили они никуда. Не, а почему вы считаете, что это не ихние следы? Не ихние. По каким признакам? Там даже военные следы были. От сапог. Военные сапоги были. Понятно. Этот след был оставлен сапогом. Да, вот эти сапоги. То есть там этих следов было много или один? Немного было следов. Вот именно вот этот, таких, да, от сапог. Да. Там в сапогах были. А сапог следы где были? Около палатки, около леса, где были? Около палатки были. На горе были от сапог. Они как эти. Есть же сапоги у этих. Ну то есть на вертолете прилетели, установили, улетели. Ну так, они же не пришли как с леса. у этих, у спецвойска. Есть же такие ботинки. Вот такие ботинки. Угу. Я же говорю, что до нас там поработали. И притом хорошо поработали. Ну до вас там уже были минеры. Минеры были, ага. Вот, они прочистили там, посмотрели. Минеры были в валенках, а это в сапогах. Сапоги там. Да? А в сапогах же это холодно в сапогах или в унтах. Да что им долго, что ли, там быть? Многие-то отвалятся в такой холод в сапогах. Я не Ну, представляю. тогда бы мысль была, что там до нас хорошо поработали ребята. То, что разрезали палатку, они ничего не резали. Ничего не резали. Но вы же там, когда вот находились в палатке в этой, вы же обсуждали разные версии, или вы при этом командире ничем не могли поговорить? А? Вы когда были на том месте в палатке Ну? вечерами, вы же что-то обсуждали? Какие-то версии, слухи, информация же у вас была, доносилась с разных сторон? Или вы при командире при этом ничего не разговаривали? Не разговаривали мы. Мы с этими, с Мансией разговаривали, с Мансией. Они говорили. Говорили они. Но они говорили, что тут зона такая, что туда олени, лоси эти не ходят. И знаешь что, воздух не такой, какой положено. Ни соболей, говорит, там ничего нету. Олени они туда не гоняли почти, а там такой, знаете, какая трава там. О, ягель. Что-то узнаете на этих фотографиях? Ну, вот так вот. Господи. Давайте я сам буду. Ну это вот это наш отряд вот. Это ваш отряд, да? Ага. Вот. Это кто, не узнаете таких людей? Не знаю. Вот где-то здесь вот палатка вот здесь где-то стояла, вот видишь, холм. Угу. Понятно. Здесь вы не были, да? Не. Нас никуда не пускали. Здесь кого-то узнаете? Не. Чего, и ружье, что ли, или что? Нет.
Нет, да? Нет. А этот знаете кто? А? Аскинадзе. А? Аскинадзе тоже поисковик. А. Ну, это фотографии. Вон у меня есть такой фотографии. А здесь кто-то Кого не тоже не знаю. знаете, да? Ну, эти места я знаю. Ходили мы по этим местам. Угу. Не. Это вот найден, сейчас скажу кто. Дорошенко и Кривонищенко возле Кедра. Ну, их чуть-чуть запорошенные были они. Да, видно, что... Потому что до этого, видать, кто-то их подбросил. Мое мнение такое. Угу. Их подбросили. Они так не могли лежать, как они лежали. И они умирали-то так. Чего? Что? Ну, чё. Это вот, да, их уже раскопали. Раскопали немножко. Ну, что? Видишь, как они? Это вот Дятлов возле Березы. Ну, мы возле берез искали все время. Видишь, как? Не. Это где? Мы не в Башлыках были. Вот в этих местах я был. Угу. То есть вы где скалы в основном? Ага, скалы. Нас допускали оттуда, вот мы ходили. Угу. А больше никуда. Вот. Тут мы сходили вот. Нас дальше туда не пускали, ни влево, ни вправо. И за палатку нас не пускали. А где мелкий березняк пускали, да? Ага. Там снег глубокий был, да? Там снег глубокий. По пояс как раз. Вот наши парни, только я не знаю кого. Вот наши вот архаровцы. Угу. Так, где этот Кто? стоит? Командир-то наш, Чернышов. Он все время с этой стороны был, Чернышов. А сзади Якименко, что ли, был или кто? У меня есть там. Ну-ка. Он в шубе все время был. Чернышов-то. Ну, может, других сейчас найдем. Не знаю. У нас мы в солдатских куртках были и в этих, в шапке и в валенках. Это вот разобранное место палатки. Вот палатка. Вот такая такую я видел. Вот такую. Ну, лыж не было уже здесь. Лыж не было. А вот это все мы обходили, смотрели. Вот мы здесь фонарик нашли, самодельный такой, и ручку, кажется, нашли. И все. Ну, палатка неудачно была поставлена. Нет. Надо. Вот на меня вот походит вот этот. Вот этот, да? Ага. Угу. Вот он приезжал в конце. В начале марта, кажется, он приезжал вот фотографировать. А это кто? А этот поисковик тоже, кажется, или Якименко это. Угу.
Вот это наша палатка. Ваша палатка, да? Наша, ага. Где она? Это труба где-то. Наша палатка. Сейчас мы еще одну фотографию покажем с палаткой. Вот. Ага. Я не знаю. Там после трубу нашли еще от печки. Буржуйка стояла, где радист сидел. Угу. Она обогревала свою этот времянка стояла, труба вот такая вот металлическая. И вот там все время. А мы там валенки сушили. Валенки эти, варежки сушили. А сами-то мы сушились в этой мешках. Спальных. В спальные мешки заходили и спали. А эти кто, не знаете? Нет, не знаю я. Нет. Этого помните? Манси. А их много было, они все одинаковые. Понятно. Они приезжали. Да? А? Это вот главный руководитель поисковых работ Масленников. Он руководил отрядами. Не был он. Не был? Нет. То есть получается, вы с другими поисковиками не общались? Нет. У нас отдельно, палатка отдельно стояла. Угу. Вот в этой палатке мы и жили, солдаты. Понятно. Только там радист был у нас, и охранники у нас были. Понятно. А вы-то где? Возле Ауспии были, ваша палатка? Да, или возле Лозьвы? Нет, не возле Лозьвы, это речка, где выходила. Ауспия. Ауспия, вот здесь вот. Ну, потому что Кедр, он не возле Ауспии были. Кедр был возле Лозьвы, и там были тела погибших. А как они туда попали? Нет, получается, ваша-то палатка была возле Ауспии, правильно? Да. Вот. Да. А к Кедру вас не пускали, вы говорите? Нет. Все понятно. Вот он Чернышов стоит. Сейчас минутку заснимем. Так. И вот какой-то сотрудник тоже стоит. Вот он Чернышов, вот. Вот это, да? Да, этот. А этот тоже какой-то сотрудник. Вот он. Я их не знаю. И радиста я не знал. И Чернышов, он контролировал поиски, показывал, где искать можно, куда ходить нельзя. Да. Он нам сразу сказал, сюда не ходите. В туалет вот. Это, так, кедрач стоял, вот возле этого кедрача, говорит, и в туалет ходите, и все на свете. Дальше никуда не ходите. Все вот. Это вот место расположения тел от палатки. Сначала была Коломогорова, потом Слободин, Дятлов, возле Кедра Кривонищенко, Дорошенко. Это все разыграно уже. Разыграно, да? Разыграно. Что они так это? Ну, вы сами представляете, скулы выбитые, голова разбитая. Угу. Как они оттуда могли туда под Кедр уйти? Понятно. Без обуви. А? Без обуви. Да, без обуви. Угу. Это никто не расследует. Так себе. Какая цель была туристов? У тех туристов в 59-м? Да. Вот тоже идут споры, никто не знает. А вы что по этому поводу думаете? Это что я думаю? Это спецотряд был. Спецотряд? Да, спецотряд. По проверке взрывных действий все это дело, задание такое было, чтобы кругом все проверять. Они много знали, много видели. А почему, если там был секретный полигон, их впустили в эту местность? Да. А вот впустили, потому что им разрешили. Ну, получается, на уровне руководства там кто-то не согласовал между собой действия? Конечно, это с Москвы решено было, все вопросы. Хорошо, а вот
Кто такой был Золотарев? Золотарев. Этот научный сотрудник, вообще-то он, но он тренер сам. Тренер, Он тоже из спецслужб КГБ был? да. Там их много было. Там научные сотрудники работали. По проверке вот этих мест проверяли все это дело. У них должны были приборы быть. У них было много фотоаппаратов. Я знаю, их было много фотоаппаратов. Но куда они исчезли, эти фотоаппараты? Нас заставляли искать. Рыли мы, искали фотоаппараты. Именно фотоаппараты? Да. А их не оказалось. Угу. Ружье было у них. У туристов? Да. Ружье было. Ружья не стало. Откуда вы знаете о ружье? А вот когда на машине вот показывали, что на машине садились, они с собой ружье брали. Туристы. Туристы, да. Угу. Ну а еще вот поподробнее про цель их похода. Что вы говорите, они должны были исследовать? Они должны были проверить там все это, экологию, на что это действует, это взрыв. Ну, я думаю, что это специальное задание было им дано, Дятлову, чтобы он полностью проверил это. Угу. Потому что там испытывали эти ядерные, всякие самые. После мы же служили с ребятами рядом, ракетчики, они говорили, что да, ракеты пролетали, говорит. Пролетали. Говорит, А они не говорили, откуда они летели? Какой они летели, видать, с этого. Ой, как она называется? Плесецк. Да, оттуда летели ракеты. А куда именно? Они летели сюда, на этот самый, на полигон. Просто вот был такой полигон, ну и сейчас есть, Семипалатинский. Может, я знаю. Может, они туда летели? Нет. Сюда они прямо на эту гору Тартен, они взрывались здесь. Они все места прошли, дятловцы. Где надо и не надо. Там еще одно место есть. Но то место никто не знает. Вы туда не ходили? Какое? Там больница есть такая. Далеко? А? Далеко? А ты в деле недалеко. А ты в деле мы ездили, значит, километр 30-40, и узкоколейка туда идет. В горы. Почему больница? А? Почему больница называют? А, там физики раньше были, да? Заключенных возили туда, которые эти. Ага. Ну что-то отсиди 50-60 лет. Вот они, видать, и там были. Те места все проверили. Вот мы еще когда ездили на перевал Дятлова, общались с жителями Мансии, деревни там, Ахтиямова, Бахтияров. Вот. Я им задаю вопросы. По вашей-то версии-то что произошло? Они говорят, вот я не знаю, молчат, ничего не говорят. Ничего не скажут они. А почему? Нет. Так уже столько времени, столько поколений. Это уже дети тех. Они не скажут. Да. Неужели до сих пор боятся? Там Манси ездили на санях, на ракетных. Ракеты вот это сбрасывала вот. Первую или в какую ступень, третью, вот они с них делали санки. На этих санках они ездили. А что, говорит, съездите на санках? Они легкие, говорят, и прочные. А ты видел? Ты видел? А? Видел? К вам приезжали они. Да. То есть на, как сказать, Обломках ракет. на обломке ракет легких, легкий металл делали сани. Да, и прочные, говорит, и легкие. Угу. Да. Вот я был, места просто дикие. Дикие одно, а там построек сколько. Дальше-то вы не были. А что там? Ну там база вот эта вот,
РЛС. РЛС. То не трогай. РЛС база и все. Какая база? Ну, радиолокационная там база стояла раньше. И до этого есть еще.